Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Золотистый час в саванне — время обманчивого спокойствия. Высокая трава колыхалась под легким бризом, окрашиваясь в оттенки расплавленной меди. Стадо диких лошадей медленно двигалось к водопою, оставляя за собой длинные тени. В этом мерном ритме жизни не было и намека на беду, пока тишину не прорезал резкий, захлебывающийся ржач, в котором слышалась не ярость, а какое-то пугающее, первобытное отчаяние. Илья, сидевший за рулем патрульного внедорожника, резко затормозил. Шины хрустнули по сухой почве, подняв облако рыжей взвеси. «Ты это видела?» — спросил он, прищурившись и вглядываясь в марево раскаленного воздуха, где горизонт дрожал от зноя. Марина, его напарница, уже тянулась за бинокуляром. Ее пальцы быстро подкрутили фокус. В центре стада там какая-то свалка. Илья, это не хищники, это не львы, это кобыла, собственная мать. То, что они увидели в окуляры, не укладывалось в рамки человеческой морали. Большая статная гнедая кобыла с лоснящейся кожей, которая еще утром ласково подталкивала своего малыша мордой, теперь буквально впала в неистовство. Ее гнев не был направлен на врага извне. Она яростно, методично топтала маленькое серое пятно, едва различимое в густой пыли. Жеребенок лежал на боку, предпринимая отчаянные, но тщетные попытки подняться. Его тонкие ножки судорожно перебирали воздух, копытца бессильно скользили по земле. Каждый раз, когда он вскидывал голову в поисках защиты, тяжелое копыто матери опускалось на его хрупкое тело. В воздухе стояла взвесь земли, шерсти и страха. Остальное стадо в панике расступилось, образуя живое кольцо равнодушных свидетелей казни. Жеребенок был слишком слаб, чтобы кричать. Он лишь беззвучно открывал рот, хватая ртом горячую пыль. «Она его убьет!» — крикнула Марина, ее голос сорвался на высокой ноте. «Илья, гони!» Двигатель внедорожника взревел, нарушая вековой покой равнины. Машина рванула вперед, перепрыгивая через глубокие рытвины и сухие кусты акации. Илья действовал профессионально, хотя его руки крепко сжимали руль до белизны костяшек. Ему нужно было отогнать разъяренное животное, не спровоцировав при этом массовую давку в стаде, что превратило бы спасательную операцию в бойню. «Давай сигнал! Жми на все!» — скомандовал он. Марина навалилась на клаксон. Пронзительный резкий звук ударил по ушам, перекрывая шум ветра. Внедорожник на скорости влетел в самую гущу стада, буквально разрезая толпу животных. Илья ловко крутанул руль, вклиниваясь между матерью и жертвой в тот самый момент, когда кобыла занесла ногу для решающего удара. Гнедая вскинулась на дыбы прямо перед капотом. Ее глаза бешено вращались, обнажая белки, из раздутых ноздрей вылетал горячий пар. Она еще несколько секунд смотрела на людей сквозь лобовое стекло с какой-то пугающей, отрешенной яростью. Только сейчас, находясь в нескольких метрах от нее, Марина заметила то, что ускользнуло от них в бинокль. Бока кобылы были необычайно раздуты, живот опустился, а походка, когда она отступила, была тяжелой. «Илья, посмотри на ее живот». Она снова жеребая. Глубоко жеребая. В этот момент пазл сложился. В жестоком мире дикой природы ресурсы ограничены до предела. Если мать инстинктивно чувствует, что нынешний детеныш слишком слаб, болен или имеет скрытый дефект, а внутри нее уже зреет новая, потенциально более сильная жизнь, природа включает аварийный режим.
избавиться от слабого, чтобы выкормить сильного. Это была не личная неприязнь, а холодная математическая логика эволюции, отшлифованная миллионами лет засух и голода. Кобыла издала последний предостерегающий фырк, развернулась и, взметая пыль мощным крупом, скрылась в глубине стада. Она больше ни разу не оглянулась назад. Для нее этого же ребенка больше не существовало. Когда осела пыль и стих шум уходящего стада, наступила звенящая тишина. Рейнджеры вышли из машины. Зрелище было тяжелым даже для тех, кто годами работал в саванне. Маленькая серая самочка лежала в примятой траве. Ее шерсть, когда-то пушистая, была слипшейся от крови и грязи, мордочка разбита, а задняя нога неестественно, под острым углом вывернута в сторону. «Живая», — прошептал Илья, опускаясь на колени и осторожно касаясь шеи малышки. Пульс был частым, нитевидным. Но нога... Боже! Там открытый перелом. Марина уже разворачивала полевую аптечку, стараясь подавить дрожь в руках. «Мы не можем оставить ее здесь даже на 10 минут. Слышишь?» Она кивнула в сторону далеких зарослей, откуда уже доносился характерный хохот гиен. Те всегда чуяли запах крови за километры. «Если мы уйдем, к закату от нее ничего не останется. Давай носилки. Нужно зафиксировать ее жестко, иначе при перевозке кость раздробит сосуды». Они работали молча, понимая друг друга с полуслова. Дикая лошадь — это не домашний питомец. Даже раненый детеныш обладает огромной силой и может нанести травму. Но Вера — это имя само всплыло в голове Марины, будто понимала все. Она лишь тихо, жалобно всхрапнула, когда Илья бережно приподнял ее корпус, чтобы переложить на брезент. В ее глазах не было дикости, только беспредельная усталость и мольба. Дорога до спасательной станции превратилась в гонку со смертью. Илья гнал внедорожник, балансируя на грани переворота, а Марина сидела в багажном отсеке, прижимая к себе голову жеребенка. Она шептала ей какие-то бессмысленные, успокаивающие слова, стараясь своим теплом согреть маленькое тело, впадающее в шоковое состояние. На станции их уже ждали. Свет мощных прожекторов разрезал ночную тьму, создавая островок стерильной цивилизации посреди дикого края. Главный ветеринар центра, доктор Артемьева, женщина с жестким взглядом и золотыми руками, мгновенно оценила ситуацию. «На операционный стол! Быстро!» — скомандовала она. «Анестезию, рентген, капельницу с физраствором. У нас критическое падение давления». Начались бесконечные часы ожидания. Марина и Илья сидели на крыльце, глядя в звездное небо. Воздух пах полынью и дизельным топливом. «Почему природа так несправедлива?» — тихо спросила Марина, обхватив колени руками. «Она же мать. Она должна была защищать ее до последнего вздоха». Илья вздохнул, раскуривая сигарету. Редкая вольность в конце тяжелого дня. Справедливость — это человеческое изобретение, Марин. В саванне есть только баланс. Кобыла увидела в Вере изъян, который мы, возможно, даже не заметим. В ее понимании она не убивала дочь. Она спасала того, кто еще не родился. Это высшая форма прагматизма, доведенная до абсурда. Но мы другие. У нас есть выбор. Через 4 часа вышла доктор Артемьева. Она выглядела измотанной. Зеленый халат потемнел от пота. Мы собрали кость, поставили титановую пластину и внешнюю фиксацию. Пришлось повозиться с сосудами. Она устало потерла переносицу. Теперь все зависит от нее самой.
Если у нее хватит воли жить без материнского тепла, она выкарабкается. Первая неделя была похожа на затяжной бой. Веру поместили в специальный реабилитационный бокс с мягкими стенами. Она находилась в подвесе. Широкие кожаные ремни поддерживали ее живот, не давая ложиться, что опасно для легких лошадей, и не позволяя полностью опираться на сломанную ногу. Она отказывалась от еды. Бутылочка с молочной смесью вызывала у нее только глухое раздражение. Вера просто смотрела в одну точку стенки бокса, словно ее душа все еще бродила там, в пыльной саване, ища ту, что ее предала. «Ей нужен стимул», — сказал Илья, наблюдая за угасающим животным. Она чувствует себя брошенной. Марина начала проводить в боксе ночи. Она притащила спальный мешок и ложилась прямо на солому рядом с жеребенком. Она пела ей тихие песни, включала записи звуков бегущего стада, а иногда просто часами расчесывала ее гриву мягкой щеткой. И человеческое тепло начало работать там, где медицина была бессильна. Однажды под утро Марина почувствовала, как чья-то мягкая, бархатистая губа ткнулась ей в плечо. Вера впервые за все время сама потянулась к человеку. Это был переломный момент. В тот день она выпила первую полную порцию молока, а через 3 дня начала проявлять характер, пытаясь грызть края своего недоустка. Прошло 3 месяца. Кости срослись, хотя на месте перелома образовалась заметная костная мозоль. Веру перевели в просторный открытый вольер, который примыкал к границе национального парка. Она больше не была тем серым комочком боли. Теперь это была крепкая кобылица с блестящей шерстью цвета мокрого асфальта. Вопрос о возвращении в дикую среду обсуждался на совете станции дважды. «Это исключено», — отрезала доктор Артемьева. «Пластина останется в ноге навсегда. Она никогда не сможет бежать со скоростью стада на длинные дистанции. К тому же она слишком привыкла к людям. В дикой природе ее доверие к человеку станет ее приговором при встрече с браконьерами». Вера осталась на станции. Она стала ее лицом и душой. Она знала звук мотора внедорожника Ильи за 5 километров и всегда выбегала к ограде, приветствуя его звонким ржачем. Она больше не боялась машин и шума. Она знала, что за этими звуками стоит спасение. Иногда по вечерам, когда стадо диких лошадей проходило мимо станции на приличном расстоянии, Вера замирала у забора. Она стояла неподвижно, высоко подняв голову и раздув ноздри, вдыхая запах пыли и свободы. Возможно, где-то там, среди сотен голов, была ее мать и тот самый сильный брат или сестра, ради которых ее едва не лишили жизни. Но в ее глазах больше не было боли. Вера жила вопреки правилам природы. Она стала живым доказательством того, что иногда ошибка эволюции заслуживает второго шанса, и что человеческое сострадание способно построить новый мир там, где старый вынес смертный приговор. Она осталась на станции навсегда, хромая, но бесконечно живая, как напоминание о том, что даже в самом суровом краю всегда есть место для чуда.